Нижний патрубок на радиаторе Deo Matiz. Был одет вот такой защитный чехольчик на хомутиках. Патрубок вплотную стоит к кожуху вентилятора. Сейчас я купил новый такой самый патрубок. Это его родной стандартный патрубок. И он так само становится вплотную к корпусу вентилятора. То есть в будущем он снова протрется. Либо нужно что-то колхозить. Опять какой-то кожух, но уже не из резины, а хотя бы из какой-то, не знаю, банки жестяной. Просто как так можно разрабатывать General Motors, а? Все красиво, правильно стоит. Но тем не менее он что здесь притуляется чересчур вплотную, ну не притуляется, но все равно вблизи коллектора находится. В общем, как-то так. В общем, вот так выглядит конструкция готовая. Сделал я почти так само, как было сделано до меня, но только я конструкцию еще усилил жестяной банкой из-под пепси, сложенной в 2 слоя. Тянули меня на шнурке, вырвал крюк. Это я уже вот так засрал, наплавлял металл, которого тут толком нету. В общем, втулочка, куда вкручивается буксировочная петля, держалась по заводу на 2 капочках сварочных, на 2 точках. В общем, наехал я на трос буксировочный, вырвала этот крюк с мясом, с телевизором. Крюк вошел мне, повредил здесь бампер и вошел здесь, как рыбе в губу на рыбалке. В общем, уже выстучался, заварил, засрал, собираю все до кучи. Закончил я со сборкой Матиза. Вроде ничего так получилось. Феном подогрел. Выровнялось. Здесь тоже нагрел. Трещина сошлась. Ну, короче, надо зачистить. На первое время, может, какую-то ЖДМ стайл наклеечку наклею, а там дальше будет видно. Здесь немножечко зазорчик остался. Надо купить саморезы более толстые, чтобы закладные нормально притянулись. Ну а так, впрочем, я доволен. Вроде бы ничего так. Отрегулировал сцепление. Патрубки поменял. Ну, денечек я провел не зря. Разобрал дверь, хотел посмотреть, почему не работает стеклоподъемник. Разобрал кнопку. Короче, все ведет к тому, что, скорее всего, этот блок поломался, потому что напрямую подаю плюс-минус, меняю полярность, стекло поднимается, опускается. А сам блок почему-то греется, когда включенное зажигание. Ну, видимо, надо заказывать новый блок, я так и сделаю. А сейчас решил гаймером постирать обешумку пола переднего пассажира и водителя. Вот так она выглядит.
поменял недавно радиатор отопителя, и засол впитался в эти поролоновые ковры. Сейчас хочу их даймером постирать. Посмотрим, что получится. Забыл одеть, правда, перчатки. Уже от даймера руки пекут. Погодка позволяет, солнышко светит. Если повезет, сегодня и высохнут, и назад их положу. Здесь ситуация. Пылесосом убираю мусор. Не знаю, наверное, закажу новый ковер. Потому что этот с запахом, блин, я не знаю, конечно. Может, конечно, запах больше идет от этих уплотнителей. Неприятный, тосоловый. Ну, как-то вот так выглядит. Здесь ничего не гнилое, да немножечко окислилось, блин. Все тут в порядке, дыр нету. Заводская хрень налепленная. Сейчас все, короче, зачищу здесь. Сейчас покажу вам интересные колонки, какие стоят по заводу на Део Матизе. Такие супер аватары. Короче, не знаю, надо какие-то сюда получше будут колоночки придумать. Самое интересное, что кинулся, почему не работает центральный замок, а здесь стоит соленоид всего лишь на 2 провода. Я думаю, почему закрывается именно одна дверь только. Самое интересное, что туда уходит всего лишь 2 провода. Но самое интересное не в этом, а в том, что там есть еще заводской центральный замок, который подключен. Но он не работает. Видимо, нужен брелок родной от этой машины. Но у меня этого брелка нет. Не знаю, думаю, может взять соленоид управляющий и переделать его на эти провода. Тут как раз их несколько, смотрю. Сейчас немножко пошаманю здесь. Надо подключить провод АЦЦ для сброса сигнализации, когда будет срабатывать режим тревога. Датчик удара закрепить. Короче, начал с одного. Начал с электрики. А пришлось стирать ковры. Разбираюсь с установкой сигнализации на Матиз. Пока вкурил здесь, прошел не 1 час. Короче, у меня здесь есть 2 управляющих провода. А здесь проводка от стандартного актуатора. В общем, я пришел к выводу, что оранжевый нам нужно будет соединить с коричневым, черный с черным на новом актуаторе. Ну, синий и зеленый, так понятно, они у меня есть. И белый тоже с белым. Сейчас заменю, посмотрю, как оно будет работать. Дальше будет видно. Поборол я 1 замок, установил датчик удара.
Нашел я наконец-то АЦЦ для сброса сигнализации. Все работает. Вот так выглядит изнутри дверь Deo Matiz. Никакой шумовиброизоляции нет, просто наклеенный полиэтилен для того, чтобы пыль не попадала в салон. Такая штатная система, очень маленькая. Знаю, в будущем, если жена захочет, сюда ей врежу более качественные динамики и, может быть, заклею дверь. Хотя машина по сути не шумная, но я бы все равно проклеил бы. Сейчас соберу эту дверь, чуть-чуть наведу порядок с этой стороны. Эти штучки еще сохнут. Может, домой заберу в машинке, постираю. Ну, пока без них покатаемся. А сейчас буду разбирать остальные двери, пытаться установить туда актуаторы. Победил я наконец-то центральный замок. Все двери теперь закрываются. Вызвонил я провода, какие мне нужны для штатной проводки, чтобы не тянуть новые сопли разные. Вот голубой провод с желтой полоской и белый провод, он должен рядом с ним идти, потому что в этой косе идут много белых проводов, но голубой провод уходит туда вверх, и с ним не так много белых. Я, конечно, наугад взял, и получилось. Интересно то, что в проводке в косе идет шланга обмотанная, замотанная по заводу на омыватель заднего стекла. Короче, все закрывается, все отлично. Короче, закрылись все двери со штатными замками. Штатная вся система осталась. Я поставил только в эту дверь новый актуатор на 5 проводков. А все остальные актуаторы остались штатные. Сейчас возьму хорошие провода с хорошим сечением, прикручу, запакую, все это красиво упакую и буду собирать двери. Все.